Привет, друзья! Сегодня очень вкусная задача. Утром я заказал королевскую пиццу, самую большую, диаметром 40 сантиметров. Мне ее принесли вот в коробке и в качестве бонуса за перегородочкой такой КМ, это перегородка, положили соус в коробке в круглой, диаметром 6 сантиметров. И требуется найти длину этой перегородки, которая не под углом 45 градусов. Вот КМ нам предстоит найти, попробуйте решить сами, а мы решим, ну, где-то в 2 строки. Ну, как всегда, мы немножко все-таки побеседуем. А особенно это полезно, конечно же, школьникам, абитуриентам, которые, ну, готовятся к экзаменам всякого рода. Что у нас? У нас за бортом +8, дочь, самое время писать ролики для любимых зрителей. У нас 2R, то есть диаметр нашей пиццы, то есть большого круга, вписанного в квадрат, 40. А диаметр вот зелененькой этой коробочки за перегородкой, которая вписана в прямоугольный треугольничек, 6 сантиметров. И что найти? Ну вот найти длину отрезка КМ. Посмотрите, что я хотел сказать абитуриентам, что если окружность вписана в угол, то там есть очень одно такое красивое хитрое свойство. Я эту окружность сейчас нарисую и постараюсь запихнуть все-таки в окружность, вот, чтобы она касалась сторон угла. Ну, понятно, всем известно, что отрезки касательных, вот, АБ и АС равны между собой. Это мы знаем. АБ равно АС. Но есть еще одно свойство, очень красивое. Если провести отрезок с концами на сторонах угла произвольно, но который касается нашей окружности, то получится треугольник. И вот периметр этого периметр треугольника, я так написал, равен сумме АБ и АС, то есть длин отрезков этих касательных. Но учитывая, что они равны, получим 2АБ. То есть, зная периметр, находим длину отрезка касательной. Зная длину отрезка касательной, находим периметр. Ну вот, если выразить АБ, мы получим половину этого периметра треугольника, то есть полупериметр. А плюс Б плюс С пополам. Два слова, почему так получается. Вы поймете, вы все очень умные ребята. Смотрите, пусть эта точка будет М, а вот это будет точка П, а вот это будет точка Т. Получается, из точки М проведены тоже две касательных МБ и МП. И эти отрезки равны. Так вот, часть периметра треугольника, отрезок МП, я могу развернуть вот здесь, около точки М, и она совпадет с МБ. И вторую часть ТП, которая равна ТЦ, я тоже могу около точки Т развернуть, и она совпадет с ТЦ. Тогда периметр будет равен АМ и вместо МП МБ плюс АТ и вместо ТП ТЦ. Вот все дела. Поэтому вот эта формулка верна. Как связано с нашей задачей? А вот здесь в угол D, в прямой угол D, сейчас я продолжу стороны этого угла. Вот так и вот так. Тоже вписана окружность. Большая, вот с радиусом R большое. Да? Вот здесь С, здесь А. Вот DC, DA касательные. Здесь есть точки касания, я потом их назову. И получается, что проведен отрезок КМ с концами на сторонах угла, который касается нашей окружности. Значит, длина отрезка касательной, проведенной из точки D, равна полупериметру этого треугольника, как у нас написано. Ну вот давайте я проведу радиусы в точке касания из центра окружности, ну где-то вот так, да, вот так. Здесь нам везет угол D прямой, поэтому у нас получается квадрат. Вот я провел, здесь прямой уголок, прямой, D прямой, и здесь прямой. Это радиус, они равны. Значит, получается, что FOPD это квадрат. Да? А что это дает? Это дает то, что длина вот этого отрезка касательной ДП равна радиусу. Улавливаете? Полупериметр равен ДП, а ДП равно радиусу. Я могу записать, обозначив стороны этого треугольника точно так. Это С. Вот это будет у нас. Пусть А, это пусть будет Б. Тогда я получу, что А плюс Б плюс С пополам по нашей вот этой формулке, этой теоремке
Это будет равно r. Круто, круто. А r известно. Это же одно уравнение. А второе какое? А здесь связано, конечно, с радиусом. Все знают. R – это радиус окружности, вписанный в прямоугольный треугольник. И он находится по специальной формуле. А плюс b минус c, а и b катет c гипотенуза пополам. Это только для прямоугольного треугольника. Это равно r маленькое. Все, задача решена. Чему равно r? r равно 20. Правильно? Вот отсюда следует, что r 20. Ну, отсюда следует, что r малое 3. 3. Тогда мы запишем, что это равно 20, это 3, и вычтем уравнение. Что получается? А плюс b минус а плюс b 0. Плюс c минус минус c 2c и пополам c. c равно r минус r. Как красиво. 20 минус 3, 17. И задача решена. Ну вот я здесь жирным вот каким-то напишу, что этот отрезок равен 17, и запишу ответ. Ответ у нас. Ответ. Отрезок КМ равен 17. Об этом числе мы поговорим, но домашнее задание будет такое. Найти площадь треугольника КМД. КМД. О, все. Какие ассоциации у вас с числом 17, ребята? Был такой гениальный хоккеист Валерий Харламов. Он играл под номером 17, сняли даже фильм. «Легенда номер 17». Великолепный фильм Лебедева. Я его обожаю, смотрю очень часто. Напишите, кто смотрит, кто увлекается тоже спортом, кто следит за НХЛ. Сейчас там рубка такая, что будь здоров. Итак, Валерий Харламов, «Легенда номер 17». Харламов. Мать испанка, когда вывозили детей во время гражданской войны в Испании в прошлом веке, перед Великой Отечественной войной, вот, там 1000 испанских детей привезли в Союз, в СССР, и вот его мать тоже была перевезена, и она потом выросла, вышла замуж, и появился Валерий Харламов. Харламов. Вот его во всем мире ценили, канадцы ценили, это был самый гениальный хоккеист, техничный очень. Но в Италии число 17 считается несчастливым. А знаете почему? 30 секунд. Вот как записывается 17 римскими цифрами. Вот так, да? 10, 5, потом палочка, 1, 1. Вот 17. Но если считать их буквами латинского алфавита, получится вот что. Викси. Это конец жизни. На итальянском. Это конец жизни, и поэтому 17 несчастное число. Нет 17-го ряда в кинотеатрах, и в самолетах нет. И Airbus, Боинги летают без 17-го ряда. Может, кто-то наблюдал, замечал за этим, напишите. Это типа как в Европе, и у нас число 13, там у них число 17. Математика, Гаусс построил при помощи циркуля и линейки правильный 17-угольник, 2000 лет не могли построить со времен древних греков. А он построил 17,5 лет. Поступил в Геттингенский университет в Германии на филологический факультет. Хотел стать новым Гёте или Шиллером, великим поэтом. Но вот встретил задачу, и жизнь повернулась иначе. Стал великим математиком, ушел на матфак. И еще 17 – единственное простое число, единственное, которое представимо в виде суммы 4 последовательных простых чисел. 2, 3, 5, 7. Это число 17. Напишите, что вы еще знаете про число 17, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не теряйтесь. Главное, не теряйте дошколал. Пока. С вами был Валерий Казаков.